Hey, me gusta esta. Pretty baby, pretty baby. Привет, дорогие ребята! Рад приветствовать в нашем канале, рад приветствовать с нашей кухни. Ребятки, перед тем, как уезжать, хочу наснимать вам видео, я уже вам рассказывал. И пока будем в отъезде, буду выставлять. Ну, какие получаются? Получаются кулинарные, буду делиться с вами своими какими-то тем, что сами кушаем, и поделюсь с вами. Сейчас вернулись домой, сделали покупочку, обязательно сделаю небольшую распаковочку, покажу, что мы купили, в магазине не снимал, и поделюсь с вами еще одним рецептом. Так что до следующего кадра, дорогие. Ребята, сделали покупочку, вот распаковочка. Значит, вот такая клубника, сейчас она хорошая по скидке. По-моему, Греция или Испания. Огурцы вот эти сейчас классные в сельпо, которые с пупырышками, не гладкие, а вот эти. Хотя раньше всегда любил гладкие, но сейчас мне нравятся вот эти с пупырышками, очень-очень классные. Сметана, Президент 30%, очень классная сметана. Творожок, вот такой купили. Яйца. Так, водичка моршинская. Так, что это у нас? Щедро соевый соус классический. Ну, я такой не люблю, но был только такой. Так, здесь у нас вот такие томаты. Небольшие, маленькие томаты, они нам нравятся. Так, мускатный орех. Так. Горчица домашняя. Еще томаты, вот эти нам нравятся, тоже томаты очень вкусные для салатов. Так, вот такие сливки селянские. И вот это чесночок молотый. Ну, в принципе, это не относится к еде, это первуль. Вот такая покупочка мы с Кэрри сделали. Ну и обязательно Гарику сигареты. Еще один огурец. Все, ребятки, до следующего кадра. Итак, дорогие ребята, показал вам, что мы купили. Видите, такого ничего. Вот мы покупаем каждый раз в магазине. Ну, в основном это у нас статья расхода. Это куриное мясо, овощи, ну и какие-то иногда фрукты. Вот, в принципе, знаете, вот в магазине наш чек, если сейчас хорошо, есть приложение магазина, можно посмотреть, у нас чеки практически все время одинаковые. Вода еще добавляется, ну такое вот. Так, ребятки, а теперь хочу поделиться с вами очередным рецептом, который я готовил, но готовил очень давно. Хочу поделиться с вами сосисками. Обычные будут у нас куриные сосиски. Что нам надо для того, чтобы приготовить курино-сливочные сосиски? Ну, в первую очередь нам надо перебитая грудка, значит, филе грудки. Здесь у меня 550 грамм. На 550 грамм нам потребуется 200 грамм сливок. Жирность, начинайте от 20, будет 33, еще лучше. 20%, у меня 20%. Нам потребуется 2 белка. Не полностью 2 яйца, 2 белка. Нам потребуется мускатный орех, щепотка. Нам потребуется перец молотый, соль, это по вкусу. И нам потребуется, куда теперь без нее, наши любимая свекла, наш любимый буряк. Вообще нам надо 40 грамм бурякового сока. Я не хочу сейчас заморачиваться с этим буряковым соком, поэтому я добавлю чуть-чуть в блендер свеклы. Ну, короче, вы это все увидите. И также нам потребуется пленка. Если у вас есть натуральная оболочка, используйте лучше натуральную. У меня, к сожалению, нету, поэтому буду использовать пищевую пленку. И нам потребуется кондитерский мешок. Итак, ребята, что мы делаем первым делом? У нас должно наше куриное филе быть прям идеально перебито. Ну, в принципе, вы знаете, я перебиваю всегда на блендере. Но я буду, когда добавлять все ингредиенты, я еще раз его перебью, чтобы оно прям вот вообще была, масса должна быть, понимаете, прям пюре. Чтобы не было никаких жилочек. Вот с первого раза все-таки остаются небольшие жилки. Ну, ничего страшного. Так, ребята, что я делаю? Значит, я добавляю сюда 2 белка. Вот сюда мы добавляем 2 белка. Раз. Все. Опа. Еще. Так.
есть 2 белка. Вернее, пока один только. Так. Вы знаете, нам так с Кэрри зашла свекла, и так я понял по комментариям, что и вообще многим из вас зашла свекла. Это действительно очень вкусно и неплохо. Так, использовали мы, не использовали, добавили сюда 2 белка, взяли вот так, соединили. Прям тут сильно не перемешивайте, потому что это мы все равно все будем проходить блендером. Вот так, чуть-чуть. Просто соединяйте. Все, в принципе, вот так, я думаю, будет достаточно. Достаточно, ребят. Все, вы соединили. Нормально. Можно сразу сюда добавить. Здесь у меня щепотка мускатного ореха. Соль я уже вам сказал. Берите по вкусу, сколько вы посчитаете нужным. Я добавлю, ну, много соли не особо нам надо. Ну, вот где-то тут микро эта ложечка. Наверное, ну, чайная ложка, наверное, соли будет. Так, теперь перец молотый. Тоже все по вкусу. Я вообще люблю перец молотый, вы все это знаете, но моя любимая Карине не очень полюбляет перец. Поэтому тут я себя сдерживаю и не добавляю большое количество перца. Все, смотрите, вот. Сделал я эту массу. Ребята, теперь беру блендер вот такой. Не погружной, а такой нам надо будет перебить сливки с буряковым соком. Сделать, вернее, буряковый сок, добиться вот этого красного. Если у вас есть уже отдельно выжатый, натертый буряковый сок, тогда вы сливки добавляете сюда и добавляете свекольный сок, и все это перебиваете блендером. В моем случае у меня нету свекольного сока, поэтому что я буду делать? Идемте сюда ближе. Так, ребята, значит, перешли сюда ближе к рабочей поверхности, где у нас есть электричество, чтобы не тянуться, чтобы было удобно. Что я делаю? Нам надо добиться красного цвета для наших сосисок. Поэтому я добавляю вот так ложечку. Сейчас посмотрим, насколько будет хорошо красный или у нас даст ли свекла окрас. Так, теперь добавляю 200 грамм сливок. Все. Я думаю, бурячок, если перебьется, сейчас у нас уже, смотрите, оно такое уже дало оттенок. Ну, я думаю, сейчас будет красный все-таки оттенок. Cada día una gracia es esta vida. Так, ребята, смотрите, ну такая у нас получилась очень приятная, красивая, розовая такая масса. Знаете, похоже очень на молочный коктейль летом, аж, знаете, аж слюнку глотнул. Знаете, такой клубничный холодный. молочный Да, коктейль, да, кстати. да. Так, ребята, отправляем это сюда к нашему филе. Если хотите сделать чуть-чуть краснее, можете еще добавить чуть-чуть бурячка. Смотрите, я не знаю, как добавить еще, сделать его краснее чуть-чуть или Да, достаточно. достаточно. Ну, ты смотри, как твой рецепт. Все, ну, буряк тут чуть-чуть, видите, не перебился, это плохо. Ну, ладно, так как мы любим свеклу, в нашем случае будет нормально. Все, блендер этот мы убираем, нам он уже не потребуется. Если вы хотите сделать краснее, естественно, вы еще берете каким-то макаром, перебиваетесь, добиваете сок. А вообще, если у вас есть время, отварили бурячок, на мелкой терке натерли, отожали сок и 40 грамм чистого сока добавили, и у вас будет красивый цвет, и будет все обалденно. Так, ребята, это опять-таки вот берем, перемешиваем. Сначала вилочкой так перемешиваем. Так, у нас мускатный орех еще остался. Это нежные сливочные такие сосиски, поэтому там такое, как чеснок, я сюда не добавляю. Знаете, это именно такие, хочется нежные, прям вот такие сосиски сделать. Так, ребята. Ребят, вы знаете, у нас стало холодать. Так я радовался весне, так я радовался теплу, начало холодать. И говорят, что все-таки февраль месяц будет у нас холодный. Ну, в принципе, я же и в предыдущих своих видео вам сказал, ну, зима должна взять свое. Хоть, да, слава богу, не будет 20 градусных морозов. Вроде бы обещают нам самый пик, это 8 градусов.
Но все равно для некоторых растений это уже будет какая-то болезнь, какие-то, как говорится, осложнения для некоторых растений, так как у нас, говорят, на Оболоне и в некоторых районах Киева даже распустилась сакура. Представьте, насколько было тепло и хорошо. Так, ребятки, смотрите, я перемешал. Опять отправляемся туда, к рабочей поверхности. Берем вот такой блендер погружной. Нам это надо превратить в однородную красивую массу. Этот блендер мы убираем, отставляем. И теперь нам нужен, хотя мы можем и туда бы были в чашу перебивать, потому что от погружного могут идти брызги. Но будем стараться, чтобы не забрызгать. Ребята, значит, это займет у меня, наверное, минут 5-7. У вас это будет секунда, я вам покажу результат. Но вы меня поняли, должна получиться однородная красивая масса. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Итак, дорогие мои, смотрите, получилась у нас настоящая масса для сосиски. Посмотрите, она у нас, посмотрите какая. Прям вот вы поняли, что нам надо сделать. Вот, сейчас там свет лучше, я сейчас перенесу туда, и вы увидите. Сначала очищаем хорошо наш блендер. Вот это все забираем. Это целая сосиска тут в блендере спряталась. Поэтому забираем. Забираем все мясо. Вот и видите, сколько здесь. Так. Вот у меня вот такой погружной у нас Кэрри на даче намного лучше, сильнее, надо мощнее. Надо или с дачи, или просто новый купить. Зачем с дачи возить? Тоже нету смысла. Потому что этот не сильно мощный. Для моих вот этих, как я люблю все перебивать, для меня он не сильно мощный. Этот блендер. Я люблю более мощный. Итак, ребятки, смотрите. Ну вот тут где-то чуть-чуть бурячок, это ничего страшного. Тем более мы сказали, что буряк мы любим. Вы знаете, опять меня ругают. Говори свекла, говори свекла. Поэтому буду говорить буряк. Смотрите, какая красивая получилась масса. Она даже, знаете, похожа сейчас на сорбет. Помните, вот такое плодово-ягодное мороженое. Вот, посмотрите, обалдеть, да? Вот такое. Обалденно. Получилось то, что мы хотели. Что мы дальше делаем? Что мы дальше делаем? Это уже нам не надо. Желточек куда-то можно сделать вкусный, я не знаю, бутерброд по утру сделать. Еще как-то, знаете. Так. Так, отрезаем чуть-чуть клееночки вот так. Аккуратно. Стол я не режу, не переживайте. Потому что знаю, что могут сказать, как же ты неаккуратно стол режешь. Так. Есть у нас эта клееночка, но опять-таки еще раз разрезаем. Вот так. Я прохожусь очень нежно только по клеенке. Видите, даже клеенку до конца не разрезал. Вот я сделал такие. Если есть у вас натуральная оболочка, вообще вопросов нету. Это быстро, хорошо. Вы можете даже эти заполнять сосиски, скажите мне, через мясорубку. Берем наш кондитерский мешок. Хотя вы знаете, вот что через этот кондитерский мешок? Может попробовать через ложку? Сейчас попробую через ложку, потому что нету времени. В прошлый раз я делал, конечно, через кондитерский мешок. Такую выкладывал. Или все-таки сделать? Ладно, сам себя уговариваю. Сам себя уговариваю. Надо мне через кондитерский или не надо мне через кондитерский. Так. Ну, просто нам надо выложить прям такую, знаете, через кондитерский удобно, прям выкладываешь настоящую форму сосиски. И поэтому через кондитерский мешок как бы удобнее. Так, подводим. Так. И вот будем выкладывать сосиску. Вот так. Есть. Сейчас оно, знаете, не очень приглядно, некрасиво смотрится, но что нам с красоты воду пить?
Главное, чтобы это было вкусно. И потом вот так. Если вы хотите вот такие тоненькие, если вы хотите толще сосисочку, вы можете делать их короче и толще. Это опять-таки все зависит, насколько, какую вы хотите, чтобы у вас получилась сосиска. Мы сейчас делаем разных форм и потом их будем варить. Но это длинноватая, мне кажется. Но вот такая, знаете, как охотничьи. Ну, вот так мы делаем наши сосиски. Сейчас покажу, которую можно будет сделать толще. Для этого просто больше вот так идем, ведем и не будем делать такую длинную. Вот, например, вот так нам будет достаточно, правда? Вот так. Вот такие сосиски мы делаем. Ну да, чуть-чуть заморочиться. Сейчас, ребята, я знаете, что еще попробую? Попробую сделать ложкой, как я себе представил. Хотя ложкой навряд ли получится. Ну а вдруг? Вот такие, как конфетки, смотрите. Вот такие замечательные сосиски. Опять, где берем нашу пленочку. Конечно, когда у вас есть натуральная оболочка, вообще это без вопросов. Или специально колбасная оболочка. Это тоже классно. Все это намного быстрее, удобнее. Это из подручных материалов. Это так называемое, знаете, у нас, как это сказать, детский садик, кружок. Делаем из того, что есть. Ну, тоже интересно, а почему нет? Если ты сидишь, вот как мы с Кэрри, сидим на определенной как бы диете, да, почему для себя не постараться и не сделать? Так, ребята, хочу при вас попробовать ложкой. Может, у меня получится так, как я себе представляю ложкой. Это я пока представляю, сейчас мы с вами увидим, получится ли у меня то, что я хочу сделать. Вот так выкладываем. Выкладываем. Такое, это уже какая-то не сосиска, Сарделечка. это сарделька у нас уже получается. Так, заворачиваем. И вот так. Это, знаете, я по принципу делаю сейчас, как я делаю всегда колбасу. Домашнюю колбасу свою, вот ту знаменитую колбасу, которая есть у меня в рецептах. Ну, смотрите, тоже сосиска получается. Просто таким образом мы делаем ее намного быстрее, чем делать через мешок. Ну, в принципе, получилось. Тут ее можно чуть-чуть поравнять, как вам нравится. Ну, тоже получилось, что нет. Ну, это прям вот сосиска-сосиска. Да, тут такие Эти вот охотничьи. такие. А это прям вот, да, смотрите. Но мы же зато через этот мешок не пачкаем мешок, это раз. Во-вторых, это все намного быстрее. Смотрите, вот получается настоящая сосиска. Тут вы ее уже поравняете, как вам нравится. Сейчас я буду, наверное, все-таки ложкой. Ложкой быстрее. Мне как-то ложкой больше нравится. И главное, кончики хорошо потом закручивайте. Ну, завязывать не надо, просто лучше закрутить. Так, чуть-чуть что-то не сильно ровное, но ничего страшного. Это домашние сосиски. Смотрите, разных форм. Делайте, как вам нравится. Форму, значит, определяете сами. Я уже выкладываю, что с мешка у меня, а потом буду делать все-таки через ложку. Мне этот вариант через ложку больше нравится. Ну, он, во всяком случае, он просто быстрее, это точно. Ну, вот видите, можно было бы... А может быть в 2 ряда? Ну, не знаю. В 2 ряда это уже как-то не сосиска будет. Я не знаю, что это будет. Ну, давайте попробуем. Мы с вами вместе экспериментируем. Я делал, когда я один раз делал вот такие, именно через кулинарный мешок, я делал вот такими их тоненькими, как охотничьи. Еще я делал много, сливочные, очень вкусные у меня есть. Это если перемотать видео где-то на года 4-5 назад, делал такие сливочные натуральные оболочки. Это такие вкуснейшие сосиски, просто бомба. Так, ну теперь это надо соединить. Все-таки видите, что получается? Ну, видишь, Кэрри, не получится, как ты предложила, потому что будет вот разница. Видно, что они прошли разными полосочками. Видишь? Ну ладно. Думаю, ну, ничего. Ничего страшного. Мы это делаем не для гостей, мы это делаем для себя. Поэтому в нашем случае прям идеальная форма не так важна. Нам идеальный вкус важен. Ну тоже, смотри, неплохо. Они у нас все разные получились.
тонко это. Ну, сейчас, ребят, все-таки буду... Сейчас это долго у меня, ну как долго займет, это минут 10, пока я все сосиски. Я решил все-таки буду делать ложкой, это будет намного быстрее. Поэтому встретимся уже, когда я накручу все сосиски, потом мы их отварим, а потом можем еще обжарить на гриле. Но это все вы увидите попозже. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz. Siento que todo he ganado. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Cada día le doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Дорогие ребятки, ну вот такие у меня получились сосиски, да, разных форм, я делал по-быстрому, ложкой. Если у вас есть время, то вы можете делать через кондитерский мешок, тогда они получаются вот прям натуральные на вид сосиски. Можете сделать тоненькие, будет как охотничьи, можете сделать как сардельки. Мы варим наши сосиски, и если у нас еще будет время, мы можем еще обжарить их на гриле. Так что до следующего кадра, дорогие. Все, я поставил уже кастрюльку, идемте быстренько отправляем наши сосиски. И они отвариваются, а потом, если захотим, мы можем еще их отправить на гриль. Вот такие сосиски будут вкусные. Ребят, вы обязательно их попробуйте. Эта сосиска будет прям вот как магазинная. Ну, нет, она не будет как магазинная. Она будет вкусная, но вы почувствуете вкус сосисок, которые вы покупаете в магазине. Это будет действительно вкусно. Ну ладно, не буду раньше времени хвалить. Сейчас мы их отварим. Кэрри попробует. И я попробую обязательно. Так, наверное, не хочу наваливать очень много. Лучше в 2 захода сварю. Или тут еще поместится. Наверное, поместится. Наверное, все поместятся. Нет, эти уже точно не поместятся. Все, варим. Вот эти 3 уже точно. Некуда их. Или положить. А все уже положу. Все, ложу все сосиски. Все сразу варю. Заливаю еще сверху чуть-чуть водичкой, чтобы сосиски накрылись сверху. И варим. А потом еще некоторые попробуем сырыми. Попробуем отварными и еще сделаем, обжарим на гриле. Ну что, ребятки, вот и сварил я сосиски. Они получились. Сейчас потихоньку их достаем. Ждем, пока они остынут. Ни в коем случае, знаете, сейчас неудобно. Вот вилочкой, наверное, будет удобнее брать. Опа. Чуть-чуть они должны у нас остыть. Мы попробуем с вами и просто вареные, и попробуем сделать сейчас на гриле. Ну, смотрите, хорошие получились. Единственное, что, ребят, вы знаете, что я бы, наверное, все-таки добавил свеклы, буряка больше, чтобы они у нас были более розовенькие такие, как, знаете, похожие на магазинные. Хотя и такие тоже нормально. Главное, что они у нас будут вкусные. Самое главное, ну, конечно, если честно, я вот всегда говорю, самое главное вкусное, но хотя и эстетика тоже имеет большое значение. Потому что изначально, чтобы мы захотели съесть блюдо, нам должно быть красиво. Правильно, вы со мной согласны? Изначально красиво, а потом мы пробуем на вкус. Вот тут у нас и сардельки получились, и сосиски получились. Все, что хочешь, получилось. Сейчас мы, наверное, знаете, вот такие более толстые мы отварными попробуем. Или наоборот обжарим, как купаты. А более тонкие попробуем отварные с горчичкой. Так, главное, чтобы у нас остыли они, и мы будем освобождать их от вот этой нашей пленочки. Все-таки, когда это натуральная оболочка, намного лучше.
Потому что вы достали, раз и уже можете бросать обжаривать. Конечно, с такой пищевой пленкой обжаривать у нас не получится. Все, ребят, у нас остывают. У меня это минут 10, у вас, как всегда, секунда. Смотрите, какие обалденные сосиски. Классные. Все, они у нас остывают. Ребятки, не хочу долго ждать, нету времени, поэтому сейчас обратно их положу сюда и залью холодной водой. И таким образом они у нас быстро-быстро остынут. Все. Ребятки, ну вот такие получились сосиски. Что хочу сказать. Смотрите, вот эти, которые у нас шли через кондитерский мешок, естественно, красиво. Посмотрите, настоящая форма сосиски. Вот это тоже через кондитерский мешок. Это то, что вручную. И, ребята, главное не переварить. Видите, нижние переварил, чуть-чуть стали белые. Эти розоватые, прям натуральные. Что я дальше делаю, ребятки? Какие-то у нас останутся вареные, какие-то мы сделаем, обжарим на гриле. Вот тут у меня есть небольшой кусочек сливочного масла. Так, сейчас быстренько масло растает. И мы некоторые наши сосисочки обжарим. Некоторые попробуем вареными. Все через секунду увидите. Ну что, дорогие ребятки, смотрите, вот такие получились сосиски у нас. Вот это обжаренные, это просто отварные. Сейчас мы их пробуем. Вот здесь есть у нас чуть-чуть горчицы. Вот так. И есть чуть-чуть кетчупа. Кетчуп детский, как всегда. Так, пробуем. Извиняюсь, прожевал. Что хочу сказать. Но это очень действительно вкусно. Это очень вкусно. Теперь пробую отварную. Вы знаете, вот из формы мне понравилось больше всего вот это. Это когда два раза, мы скорее попробовали, два раза через мешочек кондитерский. Так, теперь отварная. И не переваривать, главное, их. Можете добавить, если хотите более цвет такой розовый, магазинный, можете добавить все-таки больше буряка. Или, как я вам сказал, сок буряка. 40 грамм будет замечательно. Очень вкусно, ребят. Так что, извиняюсь. Так что, ребята, если понравился мой рецепт, такие сосиски имеют право быть. Они действительно вкусные. Вы знаете, из чего вы их приготовили. Не знаю, там полезные. А чего ж тут быть не полезным? Просто белок, белое мясо, сливки. Опять-таки 2 белка яйца. Что у нас здесь? Мускатный орех, соль, перец. Вот и все. Вот и самое главное, буряк, свекла. Поэтому, если понравилось, пожалуйста, лайк. Если понравилось, дизлайк. Если можно, репост. За это огромнейшее спасибо. С вами, как всегда, были Гарик и Кэрри. Всем мира, добра. И до новых видео, которые обязательно будут. Чуть-чуть отдохнем, и я думаю, какие-то видео. Но мы для вас наснимали видео, поэтому не оставим вас вообще. Пока будете кулинарные смотреть, а потом будут влоги, как всегда. Все, пока, дорогие.